доктор Кострик. Речь пойдет о селезенке. Здоровую селезенку невозможно прощупать, из-за чего большинство людей даже не могут сказать, на какой стороне тела расположен самый крупный орган лимфатической системы. Хотя она и выполняет много важных функций в организме, вы можете жить без селезенки. При некоторых болезненных состояниях она становится больше, что часто является первым признаком того, что с организмом что-то не так. Где находится селезенка в организме человека? Селезенка – самый крупный орган лимфатической системы, как я уже сказала. Это важный орган для поддержания водного баланса, но без него можно жить. Селезенка расположена в брюшной полости слева. Обычно она располагается вокруг 9 и 11 ребер. Во время пальпации органа врач заводит руки под реберную дугу. Однако здоровая селезенка не должна пальпироваться, то есть прощупываться. Орган небольшой и весит всего 150 грамм. Но селезенка – самый крупный орган иммунной системы, участвует в функционировании кровообращения и лимфатической системы. Основную массу селезенки составляет ретикулярная ткань, из клеток которых развиваются клетки крови, гемоциты. Одной из его функций является хранение крови, и обычно она содержит 50 мл жидкости, но это количество может увеличиваться в несколько раз. Внутри селезенки находятся пятна белой пульпы, которые на самом деле являются скоплениями лимфоцитов. Белая пульпа окружена красной пульпой. В органе имеются тяжи гладкой мускулатуры. Их сокращения заставляют кровь выталкиваться или всасываться внутрь. Основная функция селезенки – фильтрация крови. Распознает и удаляет старые, деформированные или поврежденные эритроциты. Когда кровь попадает в селезенку, она выполняет так называемую проверку качества. Здоровые клетки крови просто проходят через селезенку и продолжают циркулировать в кровотоке. Клетки крови, не прошедшие так называемый тест, проверку, будут разрушены в селезенке макрофагами. Макрофаги – это крупные лейкоциты, специализирующиеся на уничтожении нездоровых эритроцитов. Макрофаги, они же фагоциты, их еще называют пожиратели инородных тел и самые древние клетки иммунной системы. Селезенка всегда экономна и сохраняет все полезные ингредиенты из старых клеток, например, железо. Она хранит железо в форме ферритина или билирубина и в конечном итоге возвращает железо в костный мозг, где вырабатывается гемоглобин. Гемоглобин является важным белком в крови, который переносит кислород от легких ко всем частям тела, которые в нем нуждаются. Еще одной важной функцией селезенки является хранение крови. Кровоносные сосуды в селезенке человека могут расширяться или сужаться в зависимости от потребностей организма. Когда сосуды расширены, селезенка может вместить до чашки лишней крови. Если по какой-то причине вам нужна дополнительная кровь, например, если травма вызывает кровопотерю, селезенка может отреагировать, выпустив запасную кровь обратно в систему. Селезенка также играет важную роль в иммунной системе, которая помогает организму бороться с инфекцией. Она может обнаруживать любые нежелательные микроорганизмы, например, бактерии или вирусы в крови, точно так же, как она обнаруживает дефектные эритроциты, то есть нездоровые. При появлении в организме вредоносных возбудителей селезенка вместе с лимфатическими узлами вырабатывает защитные клетки лимфоциты. Именно белые кровяные тельца вырабатывают антитела, особые белки, ослабляющие или убивающие бактерии, вирусы и другие организмы, вызывающие инфекцию. Антитела и лейкоциты также предотвращают распространение инфекций по всему телу, захватывая и уничтожая микробы. Селезенка играет очень важную роль в организме человека, но это орган, без которого можно нормально жить и функционировать. В некоторых случаях она может быть удалена вследствие ее повреждения.
заболеваний или рака. Другие органы, биологические фильтры организма, такие как лимфатические узлы и печень, способны заменить функции селезенки. Однако важно помнить, что селезенка настолько важна для иммунной системы, что люди, у которых ее нет, более подвержены инфекциям. Поэтому врач в такой ситуации может порекомендовать принять дополнительные меры предосторожности, такие как, например, прививки. Сразу после операции по удалению селезенки человеку будет назначена антибактериальная терапия. Удаление селезенки из организма не означает инвалидность. Многие люди, несмотря на ее отсутствие, наслаждаются жизнью, как и прежде. Селезенка может иметь ряд анатомических дефектов. Иногда орган не функционирует или вообще не развивается. Это состояние называется аспленией. Интересно, что очень часто появляются вторичные селезенки, которые даже не считаются недугом из-за распространенности этого явления. Могут присутствовать одна или несколько добавочных селезенок. У некоторых людей было обнаружено до 40 дополнительных органов. Наиболее частым симптомом заболевания этого органа является спленомегалия, то есть увеличение селезенки. Является серьезным симптомом, но обычно поддающимся лечению. Однако увеличенная селезенка представляет риск ее разрыва. Различные инфекции, заболевания печени, опухоли и заболевания крови являются частыми причинами увеличения селезенки. К таким инфекциям и заболеваниям относятся вирусные инфекции, такие как мононуклеоз, например, бактериальные инфекции, паразитарные инфекции, такие как, например, малярия, нарушение обмена веществ, гемолитическая анемия, цирроз печени, рак крови и лимфомы, такие как болезнь Ходжкина, повышенное давление или тромбы в венах печени или селезенки. Во многих случаях селезенка не дает о себе знать. Врачи обычно обнаруживают увеличение селезенки во время обычного медицинского осмотра. Если симптомы присутствуют, они могут включать боль верхней левой части живота, которая может иррадиировать, то есть отдавать в левое плечо, общая усталость, анемия, ощущение сытости без еды. Лечение увеличенной селезенки обычно происходит путем решения основной проблемы. Если причина увеличения селезенки не может быть определена или если состояние вызывает серьезное осложнение, такое как разрыв селезенки, врачи могут предложить удалить ее. Разрыв селезенки происходит при повреждении поверхности этого органа, что может привести к внутреннему кровотечению. Разрыв селезенки может быть потенциально опасным для жизни, если его не лечить быстро. Поверхность селезенки защищена слоем ткани, называемым капсулой. Повреждение этого слоя обычно связано с тупой травмой, но также может возникать при состояниях, вызывающих увеличение селезенки. Повреждения селезенки могут быть вызваны в результате автомобильных травм, травм мотоциклистов, велосипедных аварий, контактных видов спорта, такие как футбол, в результате избиения, нападения. Заболевания, которые могут увеличивать риск разрыва селезенки, включают инфекции, такие как мононуклеозы, малярия, раковые заболевания, такие как лимфома, которые приводят к увеличению селезенки, нарушение обмена веществ, болезнь печени. Основным симптомом разрыва селезенки является сильная боль в животе, особенно слева. Боль также может относиться и отдавать в левую руку, также может вызывать боль при дыхании. Другие симптомы, связанные с падением артериального давления из-за внутреннего кровотечения, включают чувство легкого головокружения, чувство внутреннего беспокойства, тошноту, перед глазами могут как бы мушки летать, размытость изображения. Среди других заболеваний этого органа и
может быть рак селезенки. Рак, который впервые развивается в селезенке, встречается редко. Ученые считают, что он присутствует менее чем 2% всех лимфом и 1% всех неходжкинских лимфом. Форма рака, которая развивается в селезенке, называется лимфома маргинальной зоны селезенки, которая считается типом неходжкинской лимфомы. Поскольку большинство видов рака, поражающих селезенку, распространяются из других источников, понимание того, что вызывает рак селезенки, означает изучение причин этих других заболеваний. Большинство видов рака, которые начинаются в селезенке, относятся к типу лимфомы или лейкемии. В большинстве случаев не удается найти конкретную причину состояния. Тем не менее, исследователи определили факторы, которые могут увеличивать риск развития лимфомы, в том числе более старший возраст, мужской пол, наличие родственника с лимфомой, то есть генетическая склонность, ослабленная иммунная система, восприимчивость к инфекциям. В нескольких исследованиях была обнаружена связь между заражением вирусом гепатита С и риском развития определенного типа рака, известного как Б-клеточная неходжкинская лимфома, которая может привести к раку селезенки. Люди с раком селезенки могут иметь разные симптомы или в некоторых случаях не иметь симптомов вообще. Около 25% людей с лимфомой маргинальной зоны селезенки вообще не проявляют никаких симптомов. Наиболее распространенными симптомами рака селезенки являются увеличенная селезенка, которая может стать в 2 раза больше, чем обычно, боль в животе, обычно в верхнем левом углу, постоянная усталость, необъяснимая потеря веса, лихорадка, ночная потливость, высокий уровень лимфоцитов в крови. Однако имейте в виду, что увеличенная селезенка не обязательно означает, что у человека рак селезенки. Операция по удалению селезенки называется спленэктомия. Есть несколько причин, по которым селезенка может быть удалена. Наиболее распространенные показания для этого лечения – это аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура. При этом заболевании количество тромбоцитов у пациентов низкое, поэтому организм вырабатывает антитела против тромбоцитов, которые разрушают их селезенкой. Поскольку тромбоциты являются клетками крови, которые способствуют свертыванию крови, пациенты подвержены риску кровотечения. Первой линией лечения является медикаментозная терапия, но когда она не помогает, удаление селезенки, то есть спленэктомия, может излечить или, по крайней мере, значительно улучшить количество тромбоцитов в большинстве случаев. Гемолитическая анемия. При этом заболевании организм вырабатывает антитела против эритроцитов, которые затем разрушаются в селезенке. При неэффективности медикаментозной терапии некоторым пациентам требуется удаление селезенки, чтобы предотвратить или уменьшить потребность в переливании крови. Наследственные или генетические заболевания. Существует несколько заболеваний, влияющих на форму эритроцитов. Это серповидно-клеточная анемия или талассемия. У этих пациентов селезенка распознает эритроциты как ненормальные и может уменьшить их количество, что может потребовать спленэктомии для облегчения симптомов. Опухоли селезенки. В редких случаях пациентам с клеточным раком, известным как лимфома, или некоторым видом лейкемии требуется удаление селезенки. Когда селезенка увеличивается, она иногда удаляет из крови слишком много тромбоцитов, и ее приходится удалять. Иногда селезенку удаляют для диагностики или лечения опухоли. Другие причины для удаления селезенки – это иногда кровоснабжение селезенки блокируется, например, при сердечном приступе, или артерия
патологически расширяется аневризма, и селезенку необходимо удалить. Селезенка редко инфицируется и лучше всего лечится удалением. Надеюсь, информация была полезна для вас. Не забываем ставить лайки и подписываться на наш канал. Будьте здоровы! До новых встреч!